Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Квартьюа. Честно, на сегодняшний ролик у меня нет никаких планов, вот вообще никаких. Но в принципе, судя по легендарам, которые здесь есть, у меня есть довольно-таки интересный и не совсем забытый билд. Это боги, драконы и маги, потому что здесь есть Зевс, а соответственно, раз есть Зевс, то реализовать боги, драконы, маги довольно-таки просто будет. К сожалению, реликвии Гнезда Мамора здесь нет, но я думаю, без него мы обойдемся, если будет все хорошо идти. Как я буду стартовать? Если честно, пока не знаю. В идеале это стартануть через халявные роллы, но еще лучше это стартануть через рыцарей. И почему стартануть через рыцарей? Это потому, что если у меня получится ранних рыцарей собрать 6 штук, плюс у меня будет 3 человека, то у меня будут халявные книжки. Вот. Отлично! 2 Абадона со старта — это прям то, что доктор прописал. Значит, это что? Правильно, это намек на рыцарей. Хотя мы знаем вот этот вот псевдонамек на рыцарей. Они сейчас пришли, а потом такие: нет, мы сегодня приходить не будем. Вот это закон подлости. То есть вам рыцари со старта дадут там 2-3 штуки в двоечку, и все. Дальше с болтом на 28 сидите и ждите остальных рыцарей. Но это по закону подлости. А еще хочу сказать следующее. Судя по тому, что я выпустил богов-жрецов, многим этот ролик очень зашел. Поэтому давайте так. 50 лайков под этим роликом, и я выпущу богов-жрецов снова. Я так понимаю, всем зашли боги-жрецы, поэтому давайте так. 50 лайков под роликом, и я буду выпускать богов-жрецов. А сейчас давайте уже отречемся от всего и полностью погрузимся в каточку, насладимся этими мгновениями рандома. В общем, какой план? Рыцари, судя по всему. И желательно, чтобы мне 6 рыцарей заранее пришло. Чтобы еще 3 человека у меня было. То есть мне нужен Омник, мне нужна Легионка и мне нужен Драгон Найт. Драгон Найт, естественно, мне нужен для того, чтобы у меня были драконы. Без них как бы как без рук. Со старта я не буду собирать драконов. Это проигрышная ситуация. На самом деле лучше всего стартовать это через рыцарей, либо же через гоблинов-мехов. Неплохо. А это даже очень неплохо. Так я, в принципе, сейчас и уровень могу взять. Либо же через Лустрик сыграть. Но кристалл мана плюс 50 я возьму по-любому. Пока что мне понадобится. Если я буду играть через фулл рыцарей со старта, то мне он понадобится. Так, ну охотники по дефолту собираются. Как бы в каждой катке они уже видны. И это на самом деле так кринжует, что просто не передать словами. Даже вот если я соберу сейчас 6 рыцарей в двойку, мне эти рыцари не помогут против 6 охотников. Но только если щиты как-то прокнут размеренно, а не 3 щита в одном. Мне, кстати, рыцари, ну, я думаю, все со мной согласятся, что рыцари в этом патче это самая useless синергия. Ну ладно, не самая, есть еще похуже, но все равно. Рыцари это очень useless синергия. Вот прям жестоко useless синергия. Ничего себе. Так можно было? Прикол. Может распродать сейчас эти фигуры и поставить себе 4... А, я 4 рыцаря не могу поставить. Я чуть подумал, что я могу 4 рыцаря поставить, а потом такой: подожди. Не могу. Но, в принципе, легионка пусть будет. Легионка, если настакает урона сначала, то будет прям вообще песня. Будет урон с руки, какой-никакой на физрон. Не, ну в принципе, если так и дальше пойдет все, то я думаю, у меня будет винстрик даже. Ну, естественно, какие-то охотники придут и разорвут лицо. Эх, жалко, конечно, рыцаря убили в этом патче. Да не в этом патче, их давно убили, но их даже, я так понимаю, возрождать не хотят. Никаким образом. Возрождения не будет. Знаете, вот когда на рыцарях срабатывают щит одновременно 3 штуки в одном, то такая useless проблема происходит. А такое мне нравится. Луна в двойку — это то, что доктор прописал. Возьму-ка я уровень. Я возьму уровень, потому что мне вот эта жрица нужна. Эта жрица ничего себе хилит. Она столько плотности дает, что ты прям диву даешься. Было бы у меня еще какие-то артефакты на ману, было бы замечательно, я бы все ей отдал. Ну, конечно, мне это от охотника вряд ли спасет. И я бы хотел, чтобы эта жрица в двойку пришла. Блин, на самом деле, жалко то, что мне не пришло несколько ДД предметов. Такие: о, охотник. Ну, давайте сейчас посмотрим.
Вынесет он меня или нет? Не, ну, наверное, пока 3 охотника вряд ли вынесет. Да, не вынесет пока 3 охотника. Слава богу. Хоть где-то ты меня не вынесешь. Но когда он 6 охотников соберет, то мне нужно будет готовить 5-ю точку, потому что придет и вынесет. Мне рыцари не нравятся тем, что есть такой момент, когда ты играешь. О, 4 рыцаря. Замечательно. Что ты играешь. И в один прекрасный момент может завязаться 3 щита. И это настолько иногда, ну, прям тильтует, что ты прям диву даешься. Не знаю, мне хочется распродаться сейчас и выйти в 10 монет. Есть 2 легионки, кстати. Но я 2 легионки ставить не буду для обуза урона. Вдруг кто не знает, ребят. Рассказываю лайфхак. Если вы поставите 2 легионки, и они будут выигрывать раунды, у них будет у обоих настакиваться пассивка. И когда вы их вместе соедините, они, соответственно, эти пассивки сольются воедино и будет суммироваться урон. Это вдруг кто не знает. Я уже не раз об этом говорил, но это так работает. Такая механика у этой игры. Серьезно? Серьезно? Не, это пахнет каким-то нехорошим словом. Это пахнет каким-то нехорошим словом. Что-то мне очень хорошо идет в этой игре. Мне очень хорошо идут рыцари. В чем подвох? Надо думать, в чем подвох может быть. Может быть, тут соберутся ведьмаки какие-то? Не, подожди. Это мне сейчас хорошо идет. В принципе, выйду тогда на винстрик, соберу 50 плюс монет, но кто-то придет и меня вынесет. Скорее всего, тут либо будет жесткий спам, что потом я не смогу и не успею перестроиться никак, либо же тут какая-то другая тема будет. Либо же мне рыцари вообще теперь больше идти не будут. То смотрите, вот 2 двойки мне пришло, то тут по-любому будет какой-то подвох. Это ж игра говна, по-любому будет какой-то подвох. По-любому где-то они мне подкинут немного. По-любому. Так. Надо подумать, что конкретно может произойти. Не, но самое главное, это то, что может произойти. Во-первых, это жесткий охотник будет. То есть он сейчас себе соберет 6 охотников, у него будет куча двоек, либо же, не дай бог, троечка еще попадется. Либо же мне жестко не будет вести по предметам, либо по фигурам. Короче, что-то здесь да произойдет, по-любому. Я не верю в такую вот подачку. Яичко при... Ты глянь, сколько легионок идет. Я удивлен. Ну, кстати, можно 6-й уровень взять, выйти из инкама. Стоит ли оно того? Ну, в принципе, оно стоит. Яйцо юзать я не хочу. Я бы мог яйцо юзнуть в Абадона, но лучше я яйцо оставлю на какого-то котла. Либо выйти пока в деньги сидеть. Ага, цветки там собираются. Тут по-любому будет что-то такое связано с цветками, судя по всему. Хотя денег тут только у нас двоих получается. Так, о, чел с инстриком сюда. А я его должен вынести. Мои денежки. Моя инвестиция. Сейчас Кускар такой возьмет и меня перевалит. Один против 5. Сюда. Либо же мне долго будет какое-то улучшение идти. То есть надо готовиться к худшему. Я не верю в лучшее, поэтому надо готовиться к худшему. По любасику надо готовиться к худшему. Так, ну вот, смотрите, 6 охотников на связи, значит, смотрите. Мне сейчас 6 рыцарей не придут в ближайшее время. А чел на охотниках придет ко мне через раунд. То есть на 12-м раунде ко мне приходит охотник, сбивает мне винстрик, я не выхожу рано в деньги. И все. Экономика у меня пойдет по одному месту. Нехорошему месту. Печально, обидно, но да ладно. Я не хочу жрицу света продавать, чтобы выйти в деньги. Мне жрица света нравится в этом патче. Она прям лютая имба. Она как тренд раньше, помните? Когда у трента было там 0.25 секунд тик. Вот у жрицы света сейчас точно такой же персонаж. С огромным радиусом действия и много отхила. Поэтому... Не, ну тут... Есть подвох. Подвох по-любому есть. Так, ладно, что мне по реликвии упало? Ну, жезл Кира неплохой предмет. Я бы взял этот жезл Кира. Или подождать, или может рольнуть, попробовать. Что там вообще по реликвиям? Есть свинка, есть гоблинская эта тема, есть коса, есть шлем Ареса.
Ну, давай попробуем рольнуть. А, понял. Я не скажу, что шлем РС это плохой предмет. Не скажу. Шлем РС, если у меня будет... Ну, когда я возьму 7 уровень, я заюзаю этот шлем РС, и дай бог мне придет легендарная фигура. Вдруг кто не знает, что делает эта реликвия, то она делает следующее. Она повышает ваш уровень на 1. То есть, смотрите, у вас сейчас 7 уровень, да, вы юзаете этот шлем, и у вас становится типа 8 уровень. Но вы будете на 7, то есть на 7 уровне у вас есть небольшой шанс, что вы получите легендарную фигурку. В принципе, этот шлем неплохой. Неплохой, но, как по мне, довольно-таки все равно слабый. То есть намного лучше реликвии, которые бы мне хотелось видеть. Вот намного лучше. То есть, допустим, мне бы в идеале хотелось видеть это гоблинские монетки. Кстати, немножко богов поставлю. И вот эту вот тему поменяю сейчас. Обидно. Не очень хорошие артефакты мне упали сейчас. Я хотел ману плюс 50 найти. О, котла кто-то нашел. Понял, принял. Я при деньгах. Поэтому, в принципе, думаю, у меня все будет окей. Хочу котла. Хочу котла в двойку. Хочу посох 3-го тира. Так, инсектоиды собираются. Все, понял, принял. Инсектоиды это, конечно, не хорошая вещь. В принципе, у меня же есть 51 монета. Дальше я буду уровень идти. Конечно, мне хотелось бы 6 рыцарей иметь, но чего нема, того нема. Ну вот смотрите, сейчас стол охотника. Вот какой сейчас 13 раунд? Вот смотрите. Вот охотник. Вы видите его стол, вы видите мой стол. И вот скажите сейчас в комментариях, чей стол сильнее, его или мой? Я сразу скажу, его стол намного сильнее. Там антимаг у чувака уже и 6 магов есть. 6 магов это, конечно, не радостные новости, но благо у меня хотя бы хоть что-то есть. У меня, в принципе, довольно-таки, ну, реально хороший стол, плотный, но недостаточно плотный, я бы так это сказал. А, понял. Угу, угу. Цветки на лицо присели. Угу, угу, угу. Ну ладно, хотя бы я цветом отдал винстрик свой. Если бы я отдал винстрик челу на охотниках, я бы больше парился на этот счет, потому что чел на охотниках, он слишком жесткий. Слишком жесткий будет. То есть, если бы я отдал ему винстрик, было бы все очень плохо. Но пока что я ему не отдал винстрик, поэтому, в принципе, плевать. Где мои 6 рыцарей? Можно узнать? Вот 14 раунд. Так, смотрите. Я сейчас 7 взял. Я юзнул это шлем РСа. Дай бог, чтобы мне пришли легендарки ранние. Но, знаете, по закону подлости вряд ли оно придет. Хоть раз в жизни. Но! От вас в комментариях я жду следующее. Придут ли мне легендарки за шлем РСа? Или не придут? Я ставлю ставку, что не придут. И напишите в комментариях, когда у меня будет рыцари фуловые. Я думаю, рыцари фуловые у меня не скоро будут. По закону подлости. Но вот, кстати, помню, вот в начале я говорил о том, что мне не придут фуловые рыцари. Вот не придут рано фуловые рыцари. И вот как итог сейчас что происходит. Мне не приходят фуловые рыцари. Зато люди приходят. Можно, да, я, наверное, людей поставлю. Все-таки одну книжку можно заюзать. Я и, в принципе, могу фулл людей поставить. В принципе, если фулл людей поставить, то будет все нормально. По крайней мере, я так считаю. Возможно, если бы мне вот эта жрица в двойку пришла, то я бы смог пережить свет. Хотя есть сомнения. Ой-ой-ой. Чел с гоблинскими монетками там сидит. Это не очень хорошо. Но пока что из самых опасных для меня это инсектоид и охотник. Охотник... Я просто не хочу, чтобы он был огромный, этот охотник. Если он будет огромный, то мне будет его сложно вынести. Но, когда я соберу свой билд полноценно, то у него будут огромные проблемы. Вряд ли он сможет пережить моих магов. Хотя не факт. Кстати, я могу 4 богов уже поставить. Кристалл маны еще и молот. Я возьму, наверное, молот. Потому что, во-первых, у меня есть керри. То есть у меня есть как легионка керри, у меня есть луна керри. Так, отлично. И вот так. Во!
Вот теперь у меня билд хорошо смотрится. Минус в том, что Омника нету. Я бы в идеале хотел вместо Луны поставить Омника. Чтобы было как можно, ну, как можно чаще был отхил. Чтобы и Абадон как бы накидывал свой щит, чтобы Омник хилился. То есть вот это было бы замечательно. Можно, знаете, еще что попробовать? Попробовать предмет третьего тира найти. Когда я соберу полноценно свой билд, я буду пытаться находить предмет третьего тира. Это посох третьего тира. Ну тут я выигрываю. Жрица очень долго хп кидает. Да. Наверное, ее стоит вперед ставить пока что. Пока что нет драконов-магов, мне стоит, наверное, ее вперед ставить. Хотя кто знает. Гаджен прервал серию. А, не, подожди. Подожди. Сейчас. Секундочку. Инсектоид прервал победную серию охотников. Все, понял. А я-то думал, кто ему победную серию прервал? Нет, ну если инсектоид будет гигантский, то у меня и против инсектоида будут проблемы. Как-то странно, что мне до сих пор еще охотник не пришел. Я думаю, он напоследок придет. Как вишенка на торте. Ну тут эльфы, тут я проиграл. Да. Где мои 6 рыцарей? Не слышу. 6 рыцарей будут сегодня? Или не будешь сегодня 6 рыцарей? А? Не знаю, мне хочется паролиться, но я, наверное, буду брать все равно уровень. У меня достаточно количества КП, поэтому я буду брать уровень. Я не смог 6 рыцарей собрать, зато чел собрал себе 6 рыцарей. Серьезно? Ладно, мне грех жаловаться, у меня есть деньги, у меня есть ХП, у меня, в принципе, довольно-таки сильный стол. Но в скором времени этот сильный стол будет умирать. Ну вот, кстати, чел пришел сейчас, у него куча двоек, у него куча всего, сейчас он меня вынесет. Проверяйте. Сколько? Раз, два, три, четыре. 4 двойки у молодого. 4 двойки у молодого. Но, скажу так, был бы у меня Омник, вот сейчас вместо Луны был бы у меня Омник, то у меня было бы все замечательно. Я бы его выносил без единого шанса. А, так я его сейчас вынес. Наныл. Наныл. Бэм. Что-то как-то Леон слабенько бьет. Но пойдет. 2900 урона всего лишь молодой накидал. Утибози. Ко мне Драгон Найт пришел. Ставим так вот. 6 рыцарей, 2 бога, в принципе, нормально. Единственное, что мне нужно брать уровень теперь. Мне нужно теперь брать уровень. Нужен 9, и тогда я поставлю себе билд 6 рыцарей, 4 бога, а потом я уже буду, наверное, перестраиваться. Хотя, не знаю, может мне стоит паролиться до 10 уровня и не спешить. То есть взять себе спокойно 10 уровень, пока мне хп позволяет. Так, ну вот смотрите сейчас. Стол охотников, у него 6 охотников, у меня 6 рыцарей и 2 бога. Угу. Кто кого? Ну давайте так, в оправдание сразу скажу, у меня рыцари слабоваты. То есть у меня нету мейнового рыцаря Омника, который бы мне помог. Серьезно? Один... Неплохо. Но спектра мне не нужен. У меня план это сделать все-таки магов. Боги, маги, драконы. Боги, драконы, маги. Надо, кстати, уже потихоньку, наверное, выставлять их. Немножко потерял пака. Сбрил усики, потерялся в пространстве. У меня почти 9.
у меня есть шлем Ареса, который повышает мне шансы на легендарную фигуру. То есть у меня сейчас на 8 уровне не 1% шанса фигуры, а 3%. Соответственно, на 9 уровне у меня будет 6%, по-моему, да? Да, 6%. Эх. Так, что мне там упало по реликвии? Я возьму, наверное, косу. Хотя и сумка Пандамана, она неплохая. Да, я возьму косу. Смотрите, за каждую победу я буду получать опыт. На своем столе я буду получать 2 опыта, на вражеском столе я буду получать 4 опыта. В принципе, у меня довольно-таки неплохой стол. Выйду из инкама, наплевательски, поставлю 4 бога себе вот так вот. Вот. Сейчас у меня 6% на легендарную фигуру. И вот интересно, придет ли мне что-то из легендарной фигуры адекватное? То, что мне надо. Не какая-то спектра, а то, что мне в действительности надо. Если придет, будет замечательно. Не придет, будет, ну, не очень. Сейчас, кстати, будем смотреть. Выиграю ли я раунд, и я тогда заюзаю косу. $115 урона у легионки. Надо, кстати, как-нибудь снова реализовать легионку под интересным каким-то билдом. Так, ну тут я выигрываю. А, подожди, не-не-не-не-не-не, косу я не буду юзать. У меня еще 3 раза шлем Ареса должен сработать. Как только 3 раза шлем Ареса сработает, тогда я уже буду юзать косу. Сейчас не буду. Пусть у меня будет вот эта вот призрачная надежда на 6% легендарочку. Так, -1. Отлично. Так, все, пока, гуляй. Один ушел гулять. Кстати, по деньгам у меня все более-менее хорошо. Ну-ка. Ну, буду откровенно честен. Я ожидал немного другой артефакт. Я хотел, как вы думаю, все понимаете, это посох 3-го тира. Но чего нет, того нет. Будем наслаждаться тем, что есть. Кстати, знаете, что я понял? Жалко, что здесь нет Джакира. Был бы Джакира, я бы мог взять богов, драконов, магов через 9 штук. То есть у меня были бы боги, у меня были бы маги, но у меня было бы еще 9 магов. Так, меня эльфы и сейчас вынесут, да? Я так понимаю. Или как? Или нет? Не, походу не вынесут. Отлично. Я доволен. Я ДК, кстати, продам, наверное, чтобы выйти в деньги. «22-й раунд. Ребята, 22-й раунд. Это... Ничего себе. Короче, 22-й раунд — это исторический раунд. Потому что мне пришел Омник. Вы прикиньте, насколько мне жестко везло. Что на 22-м раунде мне приходит Омник. О, 9 охотников. Почему я не удивлен? Ну, кстати, Гаджен сделал какую-то тему, ну, не очень хорошую. Зачем он сейчас свои деньги тратил? У него была куча... У него есть куча хп, и он может спокойно сидеть, типа, там, в уровень, там, ролиться спокойно в 50 плюс монет. Зачем он сейчас распродался и, как бы, ослабил своих инсектоидов? Непонятно. Курич вынес Патрикса. А как он вынес этого охотника, мне аж интересно. Так, это воины тут. А, там маг-дракон собирается. Тю. Напоминаю, если что, я хотел на мага-драконах играть. Угу. И чел собирает себе мага-дракону. Причем целенаправленно. Мне надо паролиться. Та... О, кстати. Знаете, что я сейчас понял? Я могу распродать этих бесполезных рыцарей. И поставить, наверное, 6 людей. Так, косу юзаем уже. Ой-ой-ой, зря я косу заюзал. Не надо было косу юзать. Надо было сначала посмотреть, смогу ли я выиграть раунд. Боже. Короче, ребят, вам совет. Вот я сейчас
обкекался. И чтобы вы не обкекались. Перед тем, как юзать эту косу, сначала посмотрите, выиграете ли вы раунд. Если вы выигрываете раунд, тогда юзайте эту косу. Таким образом вы сможете себе сэкономить, ну, немножко на дольше эту косу. Леший? Не, ну это хорошие новости, то, что мне пришел леший. Апгрейд. Угу. Не знаю, я вот сейчас лешего через яйцо так апну, через друида, и буду его апгрейдить пока что. И буду, наверное, сейчас выставлять фулл людей. Так вот сделаю, чтобы максимально много книжек заработать. И, кстати, легионку я же тоже могу, в принципе, продать, но тогда я лишусь 4 рыцарей. Но зато у меня тогда будет 3 мага. И, наверное, мы так и сделаем. Или можно кунку поменять, поставить мага. У меня же будет 3 мага? Раз, два. Не, у меня будет 2 мага. У меня же Зевса нету. В принципе, если Зевс придет, я продам эту жрицу света, которая дает отхил. Ну да, можно, в принципе, так и сделать. Или, в принципе, можно взять просто 10 уровень, поставить 6 магов, 4 бога, не продавая никого лишнего. Так, давай посох 3-го тира. Посох 3-го тира. Так. Вот так вот, короче, сделаю. Мне кажется, такой билд будет намного эффективнее, намного сильнее. Да. Прекрасно. Замечательно. Шикарно. В принципе, я теперь могу в уровень идти. У меня есть более-менее хороший керри, это леший. Единственная какая проблема, это вот этот вот дракон-маг, который может меня без единого шанса вынести. Но у меня пока что есть леший. В принципе, я думаю, с лешим я решу многие проблемы. Вот у меня есть сейчас как бы ман, у меня есть все. Сейчас, короче, посмотрим. Ну давай, леший. Я тебя в двойку собрал. Если ты мне сейчас помощи никакой не сделал... А, ну это инсектоид. Вот, кстати, посмотрим, сейчас инсектоида вынесу или нет. Благо, хотя бы жрица как надо закастила свой отхил. Если бы она немного по-другому закастила свой отхил, я бы еще быстрее сдох. Но так она хотя бы смогла подхилить. А, ну все, понятно, я проиграл. Проиграл, потому что леший не достает до змейки. Круто, кайфово, прикольно. О мага! Ничего себе. Обалдеть. Не, что-что, но такого я не ожидал. Шаман 5 ко мне пришел. Так это знаете, что может быть сейчас? Это может быть то, что я сейчас буду выносить всех и вся без единого шанса. Ну, кстати, этим шаманом я смогу спокойно законтрить мага. То есть, когда я соберу драконов, богов, драконов, магов, я ставлю этого шамана 5. Если, дай бог, он соберется в 2, то все, это GG. Для моего противника это GG. Там будет инкастовый сайленс. Ой-ой-ой. А не, нормально. Нормально, отлично. Все, шикарно. Чисто Гранд Геральт только что нанес 5000 урона своей стрелой. Жалко, конечно, он не вылетит, этот Дрэгон. Но пусть пока живет. Пусть пока живет. Пока меня больше всех напрягает инсектоид. Ну и больше всех меня на самом деле напрягает не только инсектоид, а еще и этот охотник. Он хотя бы не ставит себе морских, и в принципе охотника должен вынести без единого шанса. Но все же. Короче, сейчас самая главная проблема это маг и инсектоид. Охотник уже такой, 50 на 50. Я думаю, охотнику недолго осталось. А, кстати, еще воин проблема, потому что у меня есть леший, а если у меня не будет никакого отхила, в виде там масочки 5-го тира, либо же... О, кстати. А мне его расстановка нравится. А расстановка-то у него замечательная. Не возьму посох. Расстановка-то у этого молодого человека это замечательная, мне нравится. Я сейчас немного сделаю другую расстановку и поставлю лешего таким образом, чтобы он сразу выносил
его первую очередь. Кстати, в этот раз я этого вынес. Сколько? 19 тысяч урона, леший? Что? Кстати, у меня 13 книжек. У меня 13 книжек. Что мы делаем? Ждем 2 раунда. Хотя, подожди. Я могу заюзать книжку. Хотя нет, подожди. Подожди. Не спеши. В принципе, я бы мог заюзать книжку. Но я, наверное, подожду 2 раунда. ХП мне позволяет. То есть я подожду этот раунд, я подожду раунд с мобами. Потом я заюзаю плюс 4 опыта. Тем самым сэкономив одну книжку. И заюзаю все книжки, которые у меня есть. Сейчас же на 11 на 12 уровень нужно 32 опыта. А соответственно это 16-32 книжки. Либо же 15, если... Ну, 15 и 16 книжек. Вот это хреново. У его котла 18 стаков на посохе. 18 стаков. Он меня сейчас просто возьмет и смоет, как унитаз смывает. Это плохо. Надеюсь, пока что он ко мне не будет приходить. Патрикс. Снова инсектоиды. Я тебя один раз вынес. Я тебя вынесу и второй. Молодой. Кстати, один вылетел. Отлично. Ого. А, это ж инсект... Это ж... Ого. Не души. Вот сейчас жрица... Если бы не было жрицы, у меня бы леший 2 раза уже откис. Ну, спасибо, хотя бы жрица есть. А, не понял. Ёлки-моталки. Ну ладно. Знаете, что я только что осознал? Это то, что у меня коса работает. Я только что выиграл матч и получил плюс 2 опыта. Ну, точнее, не плюс 2 опыта, я получил плюс 4 опыта за тот матч. Ну ладно, пойдет. Интересно, что сейчас мне упадет. Сейчас, кстати, после этого раунда я, наверное, поставлю 5 драконов. Поставлю 5 драконов по той лишь причине, что мне нужно того мага как-то контрить. Я буду ставить, наверное, 5 драконов и ставить от этого шамана легендарного. Чтобы этот шаман накинул сайленс на Курича и я тем самым его вынес. Он же всех плотно держит, а у меня есть шаман легендарный. Поэтому что? Правильно. Мы будем его сейчас уничтожать. Надеюсь, конечно, этот шаман мне в двойку придет, и я надеюсь, что мне упадет агоним. Как только 2 этих предмета у меня будут, то все. ГГ. 1 предмет. Ладно. Не 2, 1. Кстати, 2 мага и 2 инсектоида осталось. Вот это вот битва. Вот это вот я понимаю. Битва королей магов. Так, провидец это хорошо. Это очень хорошо. Жалко реально, что здесь нет Джекира. Так, ладно, давай, рефрешер. Ладно, цепочка тоже хорошо. Цепочка тоже хорошо. Это как-никак контроль. Так, Котл приходит, отлично. Кунка. Кунка мне не нужен уже. Мне нужен Зевс. Отлично. Только сказал, что мне нужен Зевс, и мне Зевс приходит. Шикарно. Не. Так, понял, все, давай пока. Что мне вообще там за реликвия упала? Угу. Я возьму награду за гоблинов. Юзать ее пока что не буду. У меня пока что есть коса, хотя на самом деле без разницы на ту косу уже. Но пойдет пока что так. Чпуньк. Так, это тот инсектоид, по-моему, который меня выносил всегда. Хотя... Хотя на самом деле мне уже так плевать. Я так смотрю, мне уже настолько плевать. Мага я должен без шанса выносить, потому что у меня есть шаманчик. Единственное, что мне нужно сейчас яйцо. Как только будет у меня яйцо, я апаю этого шамана в двойку. И дай бог падает агоним, то все там конечное для молодого. Зевс.
Зевс идет. А чё так хорошо идет? Так, у него тоже 15 книжек. Он тоже хочет себе сделать драконов, магов, богов, судя по всему. Но надеюсь, его этих... Я этому... Надеюсь, у тебя не будет шансов это сделать. Надеюсь. Кстати, прикол в том, что он мне еще ни разу адекватно не пришел. О! Чпуньк! Молодой, ты красиво сделал расстановку. Красава, оставь все так, как и было. Не надо менять сейчас расстановку, оставляй как есть. Леша пришел. Ого! А так можно было? Зевс в двойку. На 32-м раунде ко мне приходит Зевс в двойку. Серьезно? Обалдеть. Что, но такими событиями я удивлен. У меня, в принципе, все замечательно. Тьфу-тьфу-тьфу. На самом деле, как только я шамана в двойку апаю, я ни одного инсектоидов я бояться от слова совсем не буду. У меня плюс еще леший есть. То есть, смотрите, у меня есть целых 2 персонажа, которые будут чистить этот пуш-стол. Вот. Самая главная проблема для меня это будет маг. Мне нужно, чтобы шаман пятерка 100% кастовал как надо. Будет кастовать как надо, то этот маг пятерка для меня проблем не будет создавать от слова совсем. Ой, маг пятерка. Короче, дракон маг для меня проблем не будет никаких составлять. Ну, инсектоида я тоже не боюсь, в принципе. Для этого у меня есть Леша, который зачистит все столы. Леша сейчас неплохо чистит. Но как только шаман пятерочка у меня попадется в двойку, то там будет вообще изи. Так, ну шо? Кто следующий? Патрикс, сейчас ты пойдешь в Next. Если не ошибаюсь... А, не, Патрикс это... Подожди, так Патрикс, по-моему, играл на охотниках, если я не ошибаюсь. А че он перестроился в инсектоидов? В чем прикол? Вообще изи, даже не почувствовал. Но мне жестко повезло на легендарке. Объективно мне жестко на легендарке повезло. Во-первых, ранний леший. Это первое. Второе, это ранний Зевс в двойку. Кстати, надо юзать уже. Ну, без разницы на ту косу, я уже ничего с ней сделать не смогу. А как дракон-маг... Но он пока не сделает нормальную, адекватную расстановку, он ничего не сможет сделать против того чувака. У меня же сейчас на самом деле билд намного сильнее. У меня, во-первых, легендарный шаман, во-вторых, Зевс, в-третьих, у меня леший есть. Леший, который, ничего себе чистит столы. На минуточку. Все. Это конечное. Теперь шансов точно нет ни у кого. Ни у этого инсектоида, ни у того мага 100% шансов нет. Плюс у меня еще и посох, на 20 стаков. Я пока что немного опасаюсь инсектоида, поэтому я лучше... Хотя, была не была. Раз живем. Так, маг пока. Маг пока. Еще один посох, кстати, упал. Гаджанок выжил немного. Ну это все, это... Я не знаю, что нужно сейчас будет инсектоиду сделать, чтобы он меня вытащил. Ничего. Дай бог, мне сейчас падает рефрешер, то все, там конечное для них. Но самое главное, мне нужен агоним. Мне нужен агоним. Сейчас я быстренько ваншотаю Рошана через Зевса. И, кстати, надо ролиться. Я уже вот этот вот тотем гоблинов не смогу реализовать адекватно, поэтому буду ролиться. Сейчас, конечно, получу плюс 4 монетки, но без толку от этого. Ну, смотрим. Давай. Щелчок Таноса. Смотрите. Вообще Зевс это имба тоже. Такая имба. Вы закидываете ему посох 3-го тира, даете рефрешеры. Чтоб мне так всегда везло. Вот, ей-богу, чтоб мне в каждой игре так приходило. Потому что обычно мне в каждой игре так не приходит. Обычно мне приходит совершенно все иное. Обычно я вымаливаю то, что чтобы мне пришло адекватно. Так, возьму тебя. Потому что мне нужно Лешего апать. Зевс. Было бы прикольно, если бы я за последние 50 монет сейчас Зевса себе в тройку собрал. Леша. Ну, Леший тоже пойдет. Леший в троечку пойдет. Чистить столы он будет здоров тоже. Я сейчас его немножечко еще поменяю по расстановке.
Сейчас сначала иди. Так, мне надо идти в казино по-любому. Давай, агоним. Агоним, агоним. Сейчас, смотрите, бах и агоним. Не, с рандомного сундука. Агоним. Ну, ладно. Криты тоже пойдут. В любом случае, я здесь выношу без единого шанса. В любом случае. Сейчас... Как я обожаю пинг. Я немножко не успел взять, сделать перестановку. Да, это не особо повлияло на исход, потому что у меня и так было все жестко, но все равно хотелось немножко красивее сделать. Я хотел лешего закинуть вправо. Опа, король 1. Почти до ферзя дошел. Почти. Не, вот этот дизраптор, это до сих пор имба. Это прям лютая имба всех имп, и ты что хочешь, то и делай. Ну, это круто. Мне в целом по катке жестко везло. Очень везло мне по катке. Тут даже гадалки не ходи, мне было все вот прям то, что доктор прописал. Мне добавить здесь нечего. Вот реально здесь нечего добавить. Это была крутая катка, в которой мне просто везло. Вот на шамана, на лешего и тому подобное. Но все-таки за лешего хочу сказать следующее. Леший... Так себе фигура. И на магах играть надо, это когда есть посох третьего тира. Как только есть посох третьего тира, на мага становится немножко проще играть. У меня все-таки есть идея, это сделать гнездо Маморы и закинуть туда... Ой, сделать гнездо... Ой, короче, котла в тройку хочу сделать через гнездо Маморы. То есть котел падает до 10 раунда, на 10 падает гнездо Маморы, закидываю туда котла, и вот посмотреть, что будет с ранним котлом. Хотя на самом деле лучше всего это антимаг в тройку, если вот так вот посудить, и закинуть его под волшебниками-магами. Это прям будет песня. Мало ли того, что он и так под любыми сборками жестко душит. Так вот, то есть, прикиньте, вы еще он под магами будет. Это прям вообще ж бескидешная способность, которая постоянно делает отморозку. Ну ладно. По этой катке мне добавить нечего. Единственное, что я хочу сказать. Курич. Вот его расстановка это просто нечто. Самая плохая расстановка, которая только может быть против магов. Во-первых, я ему туда просто сайленс накинул 2 раза. И дал ему 2 раза по минус 25 и больше. Ну, короче, вы сами все видели. В общем, что думаете по поводу этой катки, напишите в комментариях. А я хочу напомнить, 50 лайков под этим роликом, и я выпускаю ролик «Боги, жрецы». Всем этот ролик понравился в предыдущий раз, поэтому давайте еще раз попробуем это сделать. Боги, жрецы, 50 лайков, все зависит от вас. Всем спасибо за просмотр, не забываем подписаться на мой YouTube и на мой Telegram. Telegram закреплен в комментариях. Всем удачи!